Слушайте, мне нужно, чтобы вы оставили все свои дела и обратили внимание на меня. Этот ролик, который вы сейчас посмотрите, чрезвычайно важен. Я расскажу вам, на какие цепочки и на какие монеты в этих цепочках следует обратить внимание, чтобы получить огромную прибыль. У нас был потрясающий дамп. Цены на биткоин и альткоины сильно упали, и мы ожидаем отскока. Сейчас или потом, но отскок произойдет. Я хочу, чтобы вы были внимательны и не пропустили эти монеты и цепочки. Хорошо? Давайте начнем прямо сейчас. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, какие криптовалюты стоит купить сейчас. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С возвращением! Меня зовут Пол, и этот канал посвящен криптовалютам и советам по укладке волос. Обязательно посмотрите видео и подпишитесь на канал, если это вас интересует. Ладно, смотрите. Рынки падают, биткоин сбрасывается, альткоины сбрасываются, но это дает нам второй шанс. У нас есть второй шанс. Если вы не зафиксировали прибыль или еще не вошли на бирже, сейчас у вас есть шанс войти в криптовалюту и получить эту прибыль. Вы не хотите упускать этот шанс. Такие шансы, такие возможности выпадают не каждый день. Ладно, на самом деле они выпадают каждый день. Но такой большой дамп, такая большая возможность случается не каждый день. Слушайте, мы прошли халвинг, когда вы смотрите это видео, и у нас все еще есть 2024, возможно, 2025, чтобы получать прибыль. Если вы в стороне, если вы ждете возможности войти, то сейчас самое время. Самое время начать накапливать деньги. Конечно же, вы хотите получить доступ к биткоину, вы хотите получить доступ к ИИ монетам, вы хотите получить доступ к игровым монетам, может даже к монетам RWA. Хотя я думаю, что последние вырастут уже на следующем бычьем рынке. По большей части. Если только мы не говорим про Ondo, Lingo и еще парочку токенов. Вообще говоря, сейчас у вас есть возможность войти в криптовалюты. И я хочу поговорить с вами о том, в какие цепочки вы еще можете попасть, потому что есть некоторые недооцененные цепочки. Есть и цепочки, про которые знают, но не видят в них возможностей и могут их пропустить. Также есть определенные монеты, к которым вы можете получить доступ. Я не говорю про монеты, о которых рассказывал в криптопортфолио на этом канале. Вам стоит ознакомиться с ними. Зайдите на канал, посмотрите, есть ли там что-то, что вам нравится. Посмотрите наше видео про то, как собирать портфолио альткоинов. Но я хочу поговорить о нескольких конкретных монетах. Возможно, я их даже еще не упоминал. И не думаю, что люди обращают на них внимание. Или уделяют, но недостаточно внимания. Итак, перейдем к делу и поговорим про них. Хорошо. Если вы смотрите этот канал, то знаете, что мы фокусируемся на экосистеме биткоина, и монетах, и игровых монетах. Мы были первыми, кто назвали ИИ главным нарративом этого бычьего рынка, а также биткоин и игры. Конечно, ИИ превзошел все ожидания. Но мы также заинтересованы в определенных блокчейнах. Один из них — Solana. Конечно же, эфириум растет. Следите за ним. Допустим, вы подписаны на этот канал. У вас уже есть игровые монеты, вы получили большую прибыль благодаря Мирия, Джифал и так далее. Вы получили прибыль. Теперь вы, возможно, захотите выкупить их обратно. Вы получили прибыль от биткоина и экосистемы биткоина. Вы купили Orange, Орди и так далее. И, конечно же, вы здорово заработали на ИИ. Всегда, пожалуйста, поставьте лайк видео, все хорошо, все в порядке. Но прямо сейчас все эти монеты продаются со скидкой. Все эти монеты доступны со скидкой. Но что если вы их уже купили или накопили достаточно денег, все скупили? На что вам следует обратить внимание? Вам стоит изучить Solana или эфириум? Короткий ответ – да. Но вам также следует обратить внимание на определенные монеты в Solana, эфириум, а также Linea и Base. В этих цепочках есть монеты, на которые вы еще не обращали внимания. Возможно, вы еще не вошли в них. Именно об этом я и хочу поговорить. Если вы уже создали портфолио вот здесь, и у вас все замечательно, вот это вы. Вы очень счастливы. И поэтому вы в вашей шляпе, да?
Хорошо выглядите. Может, у вас есть усы и так далее. Но если вы счастливы, то вам нужно думать о том, что еще добавить, не так ли? А если вы новичок и ничего еще не добавили, то вам следует посмотреть другие мои видео, а также, возможно, добавить позиции, которые я упомяну в этом ролике. Итак, во-первых, эфириум. Эфириум собирается совершить грандиозный камбэк. Многие монеты на эфириум будут очень успешными, а многих из них мы уже упоминали здесь, на этом канале. Если вы владеете эфириум, то вам хочется владеть такими монетами, как, например, Link, и монетами второго уровня и так далее. У вас также есть Base. Это блокчейн от Coinbase. Это ее собственная сеть. И вам хотелось бы хранить несколько монет на Base. Сейчас самое подходящее время, чтобы действительно войти в нее. Так как же инвестировать в Base? По сути, вы хотите купить BRED. Конечно, это мемкоин, но он обозначает себя как монета Base. Когда вы думаете о Base, вы думаете о BRED. Это мемкоин номер 1 на блокчейне. Вы можете купить немного Aerodrome, например. А также, например, немного Andy. Это рискованный вариант. И немного Normi. Команда показывает, что пытается вернуть его, и они настроены серьезно, как мы и подозревали. Они аирдропнули монеты людям, потерявшим свои деньги. Если вы не знаете, что произошло, то их взломали. Это была большая новость. На самом деле это не важно. Команда справилась, они вернулись, они никуда не исчезли. Все говорили, что они пропали. Я говорил, что, скорее всего, они не исчезли. И знаете что? Они вернулись и собираются продолжать. Я верю в них. Позвольте перефразировать. У меня есть вера в них. Посмотрим, что произойдет. Также вам нужно посмотреть на Linea. Люди пренебрегают Base и Linea. На Linea вы хотите купить Foxy. Это их мемкоин. Опять же, обратите внимание, когда мы говорим мемкоин Foxy на Linea и когда мы говорим Linea, то вы должны понимать, что это цепочка MetaMask. MetaMask — это отраслевой стандарт, если речь идет о кошельках DeFi. Они могут привлекать пользователей, это их сеть, это их детище. Foxy — это их детище, понятно? Вы должны понимать, какова их сила. Foxy обладает огромной силой, хотя это и мемкоин. Она похожа на Dodge, мемкоин с концепцией, не пытающийся быть чем-то другим. И Foxy. Представляете эту цепочку, так? Еще вам надо обратить внимание на Linux. Это своего рода DEX или Uniswap для сети Linea. Но люди также хотят обратить внимание на Solana. У Solana был довольно большой спад. Я знаю, что новости про ETF появились сегодня или вчера, зависит от того, когда вы смотрите это видео. Но я был всегда оптимистично настроен в отношении Solana. Я советовал вам покупать Solana. Хотя вы хотите держать у себя Solana ради экосистемы Solana и так далее, вы также хотите покупать монеты на Solana. Так, будет ли Bonk использоваться как основная мемная монета Solana? Вроде Foxy и BRED вот здесь. Возможно. Я думаю, что Bonk наиболее ярко представляет Solana как мемкоин. Но есть и другие монеты, которые вы можете получить на Solana. Видите ли, вы хотите инвестировать в портфолио, о которых мы говорили, но вам также нужны исключения, в которые вы входите рано, на цепочках Base и Linea. Но вам также нужны более рискованные монеты, которые могут принести хорошую прибыль. Сейчас самое время взглянуть и действительно пополнить свое портфолио или изменить его состав, чтобы убедиться, что у вас все есть. Итак, вы станете счастливым, не правда ли? В клетчатой шляпе, с мороженым в руках. Может, у него есть девушка, хоть он и занимается криптой. Потому что он разносторонний, у него есть девушка, верно? С большими и он счастлив. Вы знаете, он счастлив, верно? А если нет, если вы максималист и не слушаете, о чем я говорю в ролике, я поговорю с вами о другой монете, которая очень важна. Буквально пару секунд. Поставлю тут сердечко за еще одну монету. Расскажу вам о ней очень быстро. Но если вы не послушаете и просто будете держать у себя что-то вроде XRP и думать, что она вырастет в триллион раз, и вы станете миллионером, или ADA, да, в последнее время у нее наметился определенный прогресс, но на самом деле она ничего не делает. Или ICP. Я объединяю их все в одну категорию. Да, вы будете вот этим парнем. Этот парень не очень счастлив, он очень несчастен. Так? Он тоже носит шляпу, но это клоунская шляпа.
Вот, я нарисовал клоунскую шляпу. На ней написано что-то вроде XRP Армия. У него нет мороженого, только пустой рожок. У него пустой рожок, потому что он, знаете ли, нищий и не может позволить себе мороженое. Он потерял свою футболку. У него нет футболки, нет девушки, верно? Потому что он не может позволить себе купить ей мороженое. На самом деле его девушка вот здесь. Вот эта девушка раньше встречалась с парнем XRP, но теперь бросила этого неудачника и встречается с этим парнем. Потому что у этого чела нет ни денег, ни мороженого, ни рубашки, ни У него маленький крохотный Вам не стоит быть на месте этого парня, так что обратите внимание на этот ролик. И вот что я сделаю. Я прикреплю ссылки на пару роликов с портфолио в описании ниже. Вы поймете, что я подразумеваю под портфолио и как его надо настраивать. На следующей неделе я сниму еще одно видео про портфолио, про то, что я делаю сейчас и чем лучше всего заниматься сейчас. Ну, может, не лучше, но это хорошее портфолио, которое обеспечит вам успех. Так? Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на проект, который я покажу вам прямо сейчас. Это Solana VM. Solana VM спонсирует это видео, но вот что вам нужно понять. И вы можете приобрести ее раньше. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ней, изучить Solana VM и то, что она может. Вот что происходит. Помните, я говорил про ADA и то, что люди на самом деле не используют ее. И это небольшая проблема. Никто не использует ее из-за проблем с совместимостью. Что ж, Solana VM пытается позволить вам на самом деле использовать Solana. Если вы разработчик, то вы можете создавать на Solana с помощью понятного вам языка программирования. Давайте объясню. Вы должны понимать, что несмотря на свою скорость, Solana использует Rust. Rust — это довольно сложный, это довольно быстрый, но сложный язык программирования. Вы должны хорошо знать его. У него есть свои нюансы. Ethereum использует Solidity, так? Он намного проще и содержит гораздо больше инструкций. Люди больше привыкли к нему. Он проще в освоении, и большинство людей или разработчиков знают о нем. Но в отличие от ADA, когда большинство людей не переходит к сборке, Solana VM совместима с EVM. Вы на самом деле можете взять DEP из Ethereum и установить его на Solana. Будут ли мемкоины причиной роста Solana, я не знаю. Люди жалуются, что на Solana нет полезных проектов. Что ж, Solana VM может создать их. Итак, как вы видите, тут у нас биткоин, да? Биткоин 2009 года выпуска. Далее есть Ethereum со смарт-контрактами. Затем идет Solana с параллельной обработкой данных. Конечно, это может измениться. Биткоин и Ethereum никуда не денутся. Но вы понимаете, что они пытаются сделать? На самом деле, это предназначено для разработчиков. Solana VM — это инновационный прорыв для тех, кто стремится легко внедрить Ethereum DEPS в сеть Solana. Таким образом, у них не возникнет проблем с оплатой. Все будет намного быстрее. Игры смогут появиться на Solana, а также на Solana могут появиться новые проекты, недавно потерпевшие неудачу, или испытавшие сбои, или не сумевшие масштабироваться. Теперь они могут прийти в сеть Solana. Здесь вы видите конкурентные преимущества Ethereum, Solana, Binance Smart Chain и Solana VM. А если вы прокрутите страницу вниз, то увидите, как купить токен. На самом деле это очень просто. Под этим видео у меня есть партнерский код. Попробуйте его. Но, пожалуйста, ради всего святого, проведите собственное исследование. Это может сработать. Это может очень хорошо сработать. Выстрелить, принести вам потрясающую прибыль, и вы будете счастливы. Может, даже сумеете купить Lambo. Но это также может полностью провалиться и не принести вам ламбо. На самом деле это может полностью вас разорить. Это рискованный вариант. И я рассказываю о том, как создать портфолио, как все организовать, верно? Мы поговорим об этом через секунду. Если вы посмотрите на их дорожную карту, то увидите, что первый шаг — это определение потребностей и мнений, доказательства концепций, командная и бизнес-стратегия, а также технические прогнозы. Второй шаг — предпродажный запуск SVM. Происходит сейчас. Внедрение стейкинга, проведение аудита и так далее. Тестирование ключевых DEPS, другими словами, децентрализованных приложений. Доступ для ранних пользователей. В третьем квартале 2024 года будет первый EVM. Совместимый второй уровень для публичного запуска Solana. Будет событие генерации токенов, размещение на сексах, на централизованных биржах. Грязные извращенцы. Я говорю о секс, а не о сексе.
Окей? Есть большая разница. DEX и так далее. Позднее у них будут программа грантов, инкубаторов, VM, реализация собственных продуктов внутри экосистемы Solana, VM и так далее и тому подобное. Здесь есть несколько часто задаваемых вопросов, которые вы можете задать. Например, как на самом деле работает технология Solana VM? На самом деле очень просто. Ну ладно, не просто, но вот как это работает. По сути, это смарт-контракт на блокчейне Solana, эффективно функционирующий на виртуальной машине Ethereum и VM. Здесь объясняют, как это работает. Уникальность проекта Solana VM заключается в следующем. Solana VM уникальна, поскольку объединяет большие технические возможности Solana с обширным сообществом разработчиков и признанной экспертизой Ethereum. В принципе, да. Люди могут переносить проекты и приложения на Solana. Также объяснено, почему Solana VM хорошая для DEPS. Можете прочитать это сами. Тут написано про Белую книгу и про то, где найти документацию. Оставлю ссылку на нее в описании. И также вы можете почитать о том, как присоединиться и так далее. Все очень просто. Воспользуйтесь моей реферальной ссылкой, указанной ниже. С учетом всего сказанного, изучите проект самостоятельно. Проведите свое исследование. Тут ситуация пан или пропал. Проект может сработать очень хорошо или ничего не показать. Но, на мой взгляд, это хороший риск. Это хорошее дополнение к вашему криптопортфолио, по моему мнению и по причинам, указанным мною ранее. Не забудьте также посмотреть другие мои видео, другие ролики про портфолио. И если вы хотите узнать, как создать отличное портфолио, то ролик будет на следующей неделе. Прежде всего, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить видео. Оставлю ссылку на него вот здесь. Если его еще нет, не волнуйтесь. Сперва посмотрите вот этот ролик и вернитесь к тому видео. Вы не хотите его пропустить. Я покажу вам, как должно выглядеть портфолио. Успешное портфолио. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.